Всем привет! В этом видео я хочу показать, как создать вот такой fade переход в R-Matrix. И для начала я создал такую маску, для того чтобы волосы и гайды не создавались на тех областях, где мне этого не нужно. И давайте приступим. И для начала я отделил скальп от геометрии, то есть я дублировал голову и вырезал вот такой скальп по маске, для того чтобы волосы и гайды создавались только там, где мне необходимо. Для большего порядка переименуем оба меша как Head и Scalp, чтобы было проще с этим работать. И проверим все трансформы. Нужно, чтобы они все были в дефолтном состоянии. И давайте создадим Furball. Чтобы создать вот такой fade переход, мы можем сделать это несколькими способами, но основной способ это с помощью модификатора Surface Comp. Давайте попробуем сделать это. Но для начала я хочу немного подкорректировать длину гайдов и также добавить маску в Distribution Map, чтобы гайды не росли в областях, где мне этого не нужно. Для этого средней кнопкой мыши просто перетаскиваем нашу карту в Distribution Map. Теперь можем сравнить с маской, которую мы нарисовали с Substance Painter, и видим, что совпадает. И чтобы получить вот такой fade переход, нам нужно использовать модификатор Surface Comp. Если говорить об этом модификаторе, он нужен для того, чтобы задать направление гайдов. То есть, если мы начнем добавлять вот такие стрелочки, мы видим, как гайды начинают поворачиваться по направлению этих стрелочек. И для того, чтобы добавить эти стрелочки, нужно нажать на соответствующую кнопку Edit Things. Если мы хотим немного подредактировать положение наших гайдов, мы можем немного подвигать значение точек на графике. Самая правая точка это кончик, левая точка это основание, ну а точки посередине это соответственно какие-то промежуточные значения на кривой. Я хочу получить что-то типа вот такого. Ну давайте удалим все эти синки, они нам не нужны. Мы сделаем новые. Также у нас здесь есть очень хороший параметр, который поможет нам отрегулировать длину наших гайдов. То есть чем длиннее стрелка, тем длиннее будет гайд. Ну, чем короче, тем короче сам гайд. Давайте попробуем что-нибудь сделать с этим. Видите, сейчас получаются очень короткие гайды. Если делать короткую стрелку, и если делать длинную, то очень длинные. То есть, чем больше добавим этих стрелок, тем более точная, более детальная форма прически у нас получится. Ну, давайте удалим все эти стрелки, они нам не нужны, так как это был пример. И делаем новые. Да, забыл сказать, что мы можем рисовать стрелки с одной стороны. Используя инструмент Mirror, мы добавляем зеркальное также расположение этих стрелок. На висках я хочу сделать очень короткие волосы. А сверху как раз наоборот длинные волосы. Вообще, чтобы сделать все правильно, нужно использовать референсы, где мы хорошо увидим, как растут волосы. То есть волосы растут по определенным направлениям. Для этого используйте референсы. Чем больше, тем лучше. Мы видим, что один гайд какой-то странный, возможно это баг, либо это
очень незаметная белая область на маске. Ну, вроде на маске все в порядке. Ничего страшного, это можно удалить после. Также, если мы видим, что у нас недостаточное количество гайдов, мы можем всегда добавить нужное количество в модификаторе Guides from Mesh. И давайте посмотрим, как будет выглядеть прическа с волосами. Для этого включим модификаторы Hair from Guides и Change With. Мы видим, что сейчас волосы растут не по маске, добавим маску в Distribution Multiplier и добавим большее количество волос. 100% отображение. Видим, что сейчас нормаль волос смотрит в камеру, включим нужный параметр. И можно изменить также толщину волос, чтобы это было более естественно. И теперь мы видим, что длина волос разная. Мы можем вернуться снова назад и посмотреть, подрегулировать эти стрелочки, сделать длину, как нам нужно. Также, чтобы более детально настроить длину, мы можем использовать группы. Для этого создаем модификатор Edit Guides и нажимаем кнопку для выделения гайдов. Выделяем нужные гайды и назначим на них группу. И выбираем здесь Use Strand Groups и Display Strand Groups, чтобы видеть цвета различных групп. По дефолту все сейчас гайды это нулевые. Если мы введем цифру 1 и нажмем Assign на выделенную группу, то назначим нужный атрибут на выделенные гайды. Также видим на волосах, что цвет изменился, то есть группы разные. И давайте добавим модификатор Length, чтобы снова отрегулировать длину и свести как-то ближе к нулю. Давайте выберем группу 1 и сделаем длину меньше. И мы видим, что сейчас длина поменялась, но при этом образовалась такая лесенка между группами. Чтобы убрать такую лесенку, мы можем использовать параметр Blend Distance, чтобы смешать две эти группы и сделать более плавный переход между группами. То есть этот параметр смешивает значение первой группы и нулевой, тем самым сглаживая длину между этими участками. Давайте сделаем что-нибудь наподобие такого. И видим, что волосы немножко поменяли длину. Давайте отключим отображение групп. И видим, теперь это более плавный переход, более короткие волосы. И вот такой результат получился. И теперь мы видим, что некоторые гайды длинные, некоторые короткие, а нодой или модификатором Length мы отрегулировали длину самих волос. И это был первый вариант создания такой прически. Второй вариант заключается в похожем методе, но больше ориентируясь на маски. Я также дорисовал маску в Substance Painter через градиент и также немного руками дорисовал маску. То есть, где у нас темная область, там будут более короткие волосы, где белые, там волосы будут без изменений. Давайте экспортируем эту маску и посмотрим, что у нас может получиться с этим. И давайте здесь мы отключим модификатор Length. А в модификаторе Surface Comp мы отключим эффект Wall Strength, чтобы волосы, точнее гайды, стали одной длины. Но при этом можем добавить модификатор Length. И также мы здесь будем использовать маску, которую мы нарисовали. И перетаскиваем нашу маску в Value Multiplier, колесико мышки. И мы видим, что та область, которая была у нас черной, теперь стала очень короткой, а та область, которая была белой, она без изменений. То есть этот способ очень похож на предыдущий через Surface Comp, только в данном случае через маску. Оба варианта рабочие и можете использовать любой, какой вам более удобный. Если удобно рисовать маску, рисуйте маски. Если удобнее через Surface Comp и длину направляющих стрелочек, то такой вариант тоже рабочий.
То есть можно использовать либо такой вариант, либо другой, либо какой-то комбинированный. И все эти модификаторы можно использовать не только на гайды, но и на волосы. Не забывайте об этом. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях.